Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Я в прошлом видео шила себе вот этот вот комплект, платье и повязку. Вот так, не наступить бы на барсик. Вот еще раз покажу издалека, как это все выглядит. Тут у меня в дополнение еще очки к образу. И вот так я уже выгуливаю свой наряд. Вот, и до такой степени мне это все понравилось, что я решила сегодня себе сшить еще вот из этой ткани тоже комплект, но немножко по-другому буду шить, но похоже. Вот, ткань называется Мадонна, а то в комментариях спрашивали, что за ткань. И такая ткань Мадонна. Для тех, кто впервые зашел на мой канал, я напоминаю, что модели эти я шила, пользуясь вот своим старым платьишком, которое мне мало. Оно у меня наизнанку вывернуто, потому что так удобнее по нему кроить более точно. Вот видите, моделька эта очень простая, у нее выточек нету совершенно, просто вот так вот вырезано прямое платьишко. Еще хочу сказать, что можно не обязательно вот так балахончиком шить по такой вот выкройке, по такому образцу. Я шила, у меня вот такое платье есть на юбилей, я шила себе, вот, оно отрезное здесь по талии, я от платья от этого взяла только верх за основу, а низ у меня юбка полусолнце. Тоже замечательно получилось, поэтому кто вот не может сам, допустим, построить выкройку, можно вот так сшить без проблем, не надо мучиться там переснимать журналов, потому что многим тоже это трудно делать, а вот взять какое-то старенькое свое платьишко и им воспользоваться, но опять же надо смотреть, чтобы вот такой вот был крой. Вот, еще хотела рассказать, на Фейсбуке мне на мое видео, вот где я вот это платье шью, написали, значит, комментарии смешные. Написали ночнушка. Ну что, ну да, согласна, похоже. Ну и что ночнушка. Вот, потом написали, значит, торбочка с веночком. Торбочка с веночком. Но не такая уж я и торбочка, хочу сказать. У меня совсем неплохая фигура, ну хотя животик тоже есть, но мне-то и лет уже 50. Вот. Но очень комфортное платье, очень мне в нем удобно, не жарко, поэтому в своем возрасте, да, я уже не обращаю внимания на какие-то вот такие вот выпады по поводу моей одежды. Это когда молодежь, они там, да, что друзья-подружки скажут, а уже я уже как-то, мне нравится, красиво, мне удобно, я с удовольствием ношу. Вот. Еще мне написали, сама себя похвалила. Ну, вот такая я, да, сама себя похвалила. Я девочка, я хочу много нарядов, я хочу наряжаться. Вот. Так что будем шить. К этому фиолетовому платью я тоже сделаю на голову головной убор, но это будет не повязка, а это будет что-то, ну, можно даже назвать челма, но такой интересной конфигурации. Идею я увидела в интернете, и вот хочу сшить что-то наподобие вот себе как раз под второе платьишко. Так что я приступаю к работе, а всем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Может быть, пригодится мой опыт. Так что приступаю. Вот таким образом я разложила платье на ткани. Прибавила снизу, чтобы подлиннее было, и отрезала низ. Вот, и боковые линии тоже я прибавила, но скажу честно, на бедрах я уж там сильно постаралась, я потом где-то на сантиметр убирала, когда строчила на машинке, поменьше сделала. Вот, и вот когда я дошла до вот этой вот линии середины на горловине, вот я платье убрала, сложила пополам и уже вырезала оставшуюся вторую сторону, чтобы у меня все было одинаково. Вот таким вот образом все. Теперь сложила, вырезала
передние, ну, вырез на горловине. Уже, правда, я это сделала, когда швы сострочила, на оверлаке собрала. Вот таким образом. И теперь я сложила вот так. Видите, чтобы швы были боковые посередине. И вот такой плавной линией буду вырезать сейчас подол, чтобы у меня перед был покороче, а сзади было подлиннее. Вот таким вот образом, плавно переходящие вот с короткой длины на подлиннее. Вот так. Все готово, можно шить. Вот видите, как получилось. Так, вот у меня первый этап готов. Вот такой получился балахончик. Видите? Уже, в принципе, готовый вариант платья бохо, только коротенькое, не длинное. Можно и так оставить уже, если у кого-то ткани, допустим, мало. Тоже отличное платье, чуть-чуть вот обработать, подвернуть. Здесь и низ, и замечательно уже и так смотрится. Вот. Ну, а я очень хочу все-таки длинное, еще одно. Также я опять также оборку сейчас сделаю, не такую густую, как на первом платье, потому что я прям совсем пышную. Ну, я же с каждым разом учусь, поэтому сейчас я сделаю ее поменьше немножко, сборочки. Вот. И сюда я хочу сделать какой-нибудь вот такой волан, как жабо, что-нибудь. Ну, посмотрю, если получится. Так, вот я здесь черчу волан, выкройку. Все воланы либо вот по кругу, либо полукруг, либо овал, как у меня. Вот по такой форме вырезаются, никогда не ошибетесь. Вот. Это именно вот такой волан. Я шила когда-то кофточку, поэтому я по старой памяти решила то же самое сделать. Вот так это будет выглядеть. Вот этой вот узенькой частью, где я отрезала треугольничек, вот это будет пришиваться к воротнику, ну, к вырезу горловины. Вот таких две детали. Так, девочки, вот выкройка, можете воспользоваться. Я уже здесь вырезала из ткани, вот так вот обработала края оверлаком и подвернула, подшила прямой строчкой. И теперь я вот так вот их сострочу вместе и потом буду пришивать на платье. Вот сейчас вот здесь проложу строчку на машинке, соединю вместе эти две детали. Ну, вот такой вот у меня получился волан в стиле жабо. Вот так это будет выглядеть. Так, ну вот что у меня получилось. Вот так я пришила, видите? Вот. И здесь просто подвернула. Выглядит. Ну, оборку снизу у меня не получилось сделать поменьше. Отрезала, как обычно. И давай быстрее строчить, потом уже думаю, я же хотела поменьше. Ну ладно. Вот такое платьишко. Красивый. Я люблю воланчики. Очень здорово. Еще такой момент. Вот летом в жару я не могу носить бусы. Мне шее жарко. Вот. Вот тут прям жарко. И думаю, может быть, мне
взять. Вот так, тем более я отсюда уже отрезала на повязку кусочек. Может быть, мне взять и как-нибудь вот так пришить бусы. И будет уже с готовым украшением. Наверное, я сейчас пришу. Я думаю, нормально будет смотреться. Надо поэкспериментировать. Так, ну вот, что у меня получилось. Пришила я бусики. Здорово. Люблю всякие рюшечки. Красиво. И пусть все говорят, что хотят. Ночнушка, не ночнушка. Это платье в стиле бохо. И точка. Красота. Осталось теперь сделать челму на голову красивую, и будет супер комплект. Смотрите, я вот видите, вот такую полоску отрезала, сложу ее пополам и вот этим сгибом наперед вот так примерюсь. Так. Вот сюда мне нужно вырезать такую, наверное, как капельку на заднюю часть. Знаете, как на детских шапочках. Вот. И все это я соберу, чтобы у меня вот такая как бы гладенькая, как шапочка получилась. Это будет основа. Потом я дальше покажу, что дальше я сделаю. Смотрите, получилась вот такая, видите, с изнанки показываю, как шапочка. Вот просто на глазок вырезала вот эту капельку. Как детские шапочки шьют для новорожденных. Вот от такого типа, только вот здесь вот складочки я сделала. О, красная шапочка. Чтобы, например, хвост вот в эту дырочку можно было просунуть. Вот, видите, вот так. Сейчас покажу. Вот такая получится конструкция. И здесь я сделаю украшение сбоку или с этой стороны. Вот. Так, Парсик, отойди. Вот, смотрите, я обработала и вот так вот немножечко вот застрочила. Вот. А сюда сейчас изнутри резиночку пришью зигзагом или трикотажным швом, таким же как зигзаг, только он вот такими вот строчками идет. Потому что если вот так одеть, сейчас примерю, например, хвост, чтобы вытащить. Вот, чтобы вот это не торчало, вот это, я это на резиночку соберу. Вот так. Вот видите? Вот так получилось. Вот таким стежком. Вот раз.
Кстати, вот саму идею я увидела в интернете, именно вот украшение там было на косынке, но я перед тем, как сейчас сшить, рылась, так и не нашла. Хотела освежить память, там подглядеть, не нашла вообще. Думаю, я вроде бы сохраняла где-то картинки, поэтому вот это мне пришлось уже самой сейчас импровизировать на ходу. Ну, мне кажется, такая прям удачная штука получилась. Мне так нравится. И хвост наружу. Вот. Так, а сюда вот сейчас я сделаю, нарежу полосочки. Но я уже устала, мне лень вот это сейчас обрабатывать, обшивать, обстрачивать. Не знаю даже, что делать. Или, может быть, нарвать их просто. Пусть они будут такие вот разорванные краешки. И собрать эти полоски в рюшечки. И из этой рюшечки вот здесь пришить вот такой вот цветок. Очень красиво. Сейчас буду пробовать. Так, я вот прям на себе, когда на голове была одета, мелком взяла вот так вот круг, обозначила. И буду сейчас по этому кругу вот рюшечки пришивать. Вот такой у меня получился цветок. Не стала я ничего подшивать. Вот видите, как рвала полосочки. И они у меня такие бахромистенькие. Сейчас померяю. Сначала вот так, наверное, хвостик я туда вставлю. Ох, какая красотень! Я довольна. Вот поближе показываю. Лампу специально поставила. Думаю, может, получше так видно будет. Вот такой вот у меня получился цветок. Видите, вот он какие бахромушечки тут. Ой, ниточка. Надо лишнюю там убрать. Вот. Сейчас для полного образа еще очки. И вот такой вот у меня чудо-балахон. Платье в стиле бохо. Здорово, все свободненько, все струится, очень женственно. И хочу сказать, не бойтесь выделяться из толпы. Это же здорово, когда вот ты идешь, и тебя все замечают, все обращают на тебя внимание. Так что, девчонки, давайте наряжаться, давайте себя украшать. Посмотрите, какая прелесть. За один вечер столько обновок. Вот, на сегодня у меня для вас все. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч.